Пентагон официально признал, внутри герметичных ангаров зоны 51 десятилетиями скрывались технологии, которые современная физика считала абсолютно невозможными. Почему даже после частичного снятия грифа секретности спутниковые снимки именно этих гигантских сооружений в пустыне Невада подвергаются самой жесткой цифровой ретуши в мире? Какая невероятная сила заставляет правительство Соединенных Штатов Америки ежегодно вливать миллиарды долларов из черного бюджета в расширение подземных уровней под соляным озером Грум-Лейк? Что на самом деле зафиксировали сверхчувствительные тепловые датчики внутри массивного ангара номер 18? И почему доступ туда закрыт даже для высшего генералитета без специального допуска? В этом масштабном расследовании вы узнаете шокирующие подробности из недавно рассекреченных отчетов Министерства обороны. Мы детально разберем поэтажные планы объектов, которые официально не значатся ни на одной топографической карте. Ученые впервые решились заговорить открыто о том, что прячется за массивными стальными дверями, способными выдержать прямой ядерный удар. Оказывается, за привычными стенами из гофрированного металла скрывается нечто, полностью меняющее наше представление о пространстве, времени и самой материи. Вы увидите уникальные доказательства, которые спецслужбы пытались уничтожить или дискредитировать на протяжении последних 40 лет. Самое интересное заключается в том, что эти ангары не просто склады. Это высокотехнологичные шлюзы в реальность, к которой человечество оказалось не готово. Мы проанализируем свидетельства тех, кто переступал порог этих зон, и поймем, почему правда об этих объектах может разрушить современную экономику и религию за один день. Приготовьтесь. Мы начинаем глубокое погружение в самую охраняемую тайну нашей планеты. Прежде чем мы начнем, напишите в комментариях, из какой точки мира вы присоединились к нашему расследованию. Мы начинаем. Сухая поверхность соляного озера Грум-Лейк в штате Невада, на первый взгляд, кажется самым безжизненным и пустынным местом на Земле. Вокруг только раскаленный песок, колючий кустарник и острые пики горного хребта Джулиус. Но именно этот безмолвный ландшафт скрывает эпицентр самой большой загадки в современной истории человечества – зона 51. Долгое время само существование этого объекта было главной государственной тайной Соединенных Штатов Америки. Официальные карты того времени показывали здесь лишь пустое место – обычный участок пустыни, хотя любой гражданский пилот знал – случайное приближение к этому квадрату означает немедленный перехват истребителями и пожизненный тюремный срок. История этой запредельной секретности началась в середине 50-х годов прошлого столетия. В разгар холодной войны американской разведке требовалось место для испытания принципиально новых летательных аппаратов. Речь шла о самолете-разведчике У-2, который должен был летать на высотах, недоступных для советских радаров. Место выбрали идеально, оно удалено от крупных городов на сотни километров, защищено горами и имеет естественную взлетно-посадочную полосу в виде твердого дна высохшего озера. Однако очень скоро обычная испытательная база начала превращаться в нечто гораздо более масштабное и пугающее. Первые ангары на берегу озера строились в огромной спешке. Это были простые конструкции из стали и бетона. Но по мере развития проектов запросы военных росли в геометрической прогрессии. Ученые обнаружили странную закономерность. Размеры новых строящихся ангаров перестали соответствовать габаритам любых известных самолетов того времени. Зачем строить сооружение высотой с 10-этажный дом и длиной в несколько футбольных полей для аппарата, который в 3 раза меньше? Именно этот логический тупик породил первую мощную волну подозрений среди местного населения и немногочисленных очевидцев. Почему это открытие меняет правила игры прямо сейчас? Важно понимать масштаб лжи, в которой общество находилось десятилетиями. Под прикрытием испытаний новых типов авиационного топлива и метеозондов в Неваде создавалась инфраструктура, не имеющая аналогов в мире.
Рассекреченные данные указывают на то, что уже в 60-х годах бюджет базы превышал бюджеты некоторых небольших государств. Самое интересное началось тогда, когда на территорию базы начали завозить оборудование, предназначенное для работы с экстремально высокими энергиями и радиоактивными изотопами, которые не использовались в обычной авиации. Географическое положение зоны 51 выбрано не только из-за удаленности. Оказывается, под почвой Невады скрываются специфические геологические пласты, которые позволяют строить сверхглубокие бункеры с минимальным риском обрушения. Это позволило Пентагону создать под поверхностью озера Грум-Лейк настоящий подземный город. Современные спутниковые снимки, несмотря на ретушь, позволяют заметить огромные вентиляционные шахты, которые способны обеспечивать воздухом тысячи людей на глубине в несколько сотен метров. История вопроса полна необъяснимых исчезновений и странных смертей. Исследователи, которые пытались подобраться к границам базы слишком близко, часто сталкивались с людьми в камуфляже, без опознавательных знаков, которые имели право открывать огонь на поражение без предупреждения. Но что именно они охраняли с такой яростью? Только ли новые модели истребителей невидимок? На самом деле архивы говорят о другом. Оказывается, именно в эти ангары доставлялись обломки неопознанных объектов, найденных по всему миру. Невероятно, но факт. База стала местом, где официальная наука встретилась с чем-то, что невозможно описать в рамках земных учебников. Контекст этой тайны охватывает не только военные разработки, но и фундаментальные вопросы нашего происхождения. Долгое время нам говорили, что зона 51 – это просто полигон. Однако теперь мы знаем, что это крупнейший в мире центр по изучению аномальных физических явлений. Важно подчеркнуть, что секретность вокруг ангаров поддерживалась не только ради защиты технологий от шпионов. Главная причина была в том, что правительство не знало, как объяснить обществу природу находок. Огромные ангары стали временными тюрьмами для объектов, которые нарушали все известные законы гравитации и инерции. Каждое новое здание, возведенное на территории базы, имело свою специфическую цель – от биологической изоляции до подавления мощных электромагнитных импульсов. Сегодня, когда мы анализируем историю этого места, становится ясно. Зона 51 была выбрана как идеальный сейф для хранения секретов, способных перевернуть мир. И этот сейф начал открываться только сейчас. Подготовка почвы для основной истории требует понимания того, что мы имеем дело не с обычной военной базой, а с местом, где время и пространство работают по иным правилам. Но какие именно доказательства заставили мир поверить в это? Самое интересное ждет нас впереди. Настоящий прорыв в стене абсолютного молчания произошел благодаря человеку, чье имя сегодня знает каждый исследователь аномальных явлений. Боб Лазар. В самом конце 80-х годов прошлого века этот инженер-физик выступил с сенсационным заявлением, которое буквально взорвало информационное пространство. Он утверждал, что работал на объекте под кодовым названием С-4, который находится всего в нескольких километрах от основного аэродрома Грум-Лейк. Его рассказ был настолько детальным и пугающим, что правительство Соединенных Штатов Америки было вынуждено задействовать все ресурсы для его дискредитации. Лазар описал нечто невероятное. Он рассказал о 9 ангарах, которые были буквально врезаны в склон горы Папус-Пик. Оказывается, эти сооружения были замаскированы под цвет окружающей пустыни с такой точностью, что даже с близкого расстояния они казались частью естественного ландшафта. Массивные ворота ангаров имели специальное песчаное покрытие, которое полностью скрывало стыки и швы от глаз спутников-шпионов. Но самое интересное находилось внутри этих герметичных боксов. Впервые мир услышал детальное описание объектов, которые хранились внутри. Лазар утверждал, что видел 9 различных летательных аппаратов в форме дисков. Он работал над так называемой спортивной моделью. Это был аппарат с идеально гладкой металлической поверхностью цвета тусклого серебра. Ученые обнаружили, что на корпусе не было ни единого шва, ни одной заклепки или привычного нам элемента крепления.
Весь объект выглядел так, будто его отлили из цельного куска материала, который не встречается в земной природе. Внутри ангаров царила атмосфера стерильной лаборатории. Лазар детально описал интерьер аппарата. Маленькие сиденья, явно не предназначенные для человека, и полное отсутствие проводов, кнопок или приборных панелей. Самое интересное заключалось в двигателе. Это был небольшой прибор размером с футбольный мяч, который создавал мощное гравитационное поле. Ученые обнаружили, что внутри этого устройства использовался элемент со 115-м атомным номером. Невероятно, но на тот момент наука официально еще не открыла этот элемент, он появился в периодической таблице лишь спустя десятилетия. Важно понимать, как проходил рабочий день в этих ангарах. Лазар описывал систему безопасности, которая казалась научной фантастикой для того времени. Оказывается, для доступа к объектам использовались сканеры рисунка костей ладони. Каждое движение сотрудников фиксировалось десятками скрытых камер, а разговоры прослушивались даже в туалетах. Но настоящим шоком для него стали испытательные полеты. Он описывал, как диск внутри ангара начинал светиться мягким синим цветом, а затем просто поднимался в воздух без единого звука. Аппарат не использовал реактивную тягу или винты, он просто манипулировал пространством вокруг себя. Реакция научного сообщества была предсказуемо жесткой. Эксперты называли Лазара сумасшедшим или платным провокатором. Однако, когда Федеральное бюро расследований провело серию рейдов в его доме и офисе, люди начали понимать: власти чего-то очень сильно боятся. Самое интересное, что многие детали его рассказов позже подтвердили другие анонимные сотрудники. Они описывали ангары как места, где нарушаются все привычные законы физики. Фотографии, которые якобы просочились из архивов, демонстрировали странные артефакты, куски обшивки, которые невозможно было прорезать даже самым мощным лазером, и кристаллы, излучавшие свет без внешнего источника питания. Однако, пока скептики спорили о правдивости этих слов, военные начали стремительно расширять границы зоны 51. Оказывается, старых ангаров уже не хватало для новых находок. Свидетели фиксировали, как по ночам к базе направлялись огромные грузовые конвои без опознавательных знаков. Но что именно они перевозили под плотными тентами? Ученые, имевшие доступ к закрытым данным, говорили о том, что Пентагон начал программу масштабного обратного проектирования. Это означало попытку скопировать внеземные технологии для создания собственного супероружия. Шокирующий факт подтвердили и бывшие пилоты гражданских авиалиний, которые случайно оказывались в зоне видимости Грум-Лейк. Они описывали, как из темноты ангаров выплывали объекты, совершавшие маневры на скоростях в десятки тысяч километров в час. Это было физически невозможно для любого земного пилота. Но настоящая сенсация ждала исследователей впереди, когда они поняли, что ангары – это лишь верхушка колоссального подземного айсберга, уходящего на километры вглубь. Когда слухи о содержимом ангаров стали слишком громкими, за дело взялись независимые группы исследователей и бывшие аналитики разведки. Они решили применить методы глубокого криминалистического анализа к объекту, который официально был полностью закрыт для любых внешних проверок. Ученые использовали данные новейших гражданских спутников со сверхвысоким разрешением и чувствительные датчики температуры. Эти приборы способны фиксировать тепловое излучение даже сквозь многометровые бетонные перекрытия и толстые стальные стены. Самое интересное обнаружили эксперты по тепловизионной съемке в середине 90-х годов. Они зафиксировали колоссальные выбросы энергии, исходящие из глубоких уровней под ангаром номер 18. Однако обычные реактивные или даже ракетные двигатели не могут давать такой специфический спектральный след. Это выглядело так, будто глубоко внизу работает огромный термоядерный реактор или экспериментальная установка, потребляющая энергию, равную мощности небольшого города. Ученые обнаружили, что график этих энергетических всплесков с точностью до секунды совпадает с моментами появления странных светящихся объектов в небе над округом Линкольн. На основе этих данных возникла первая официальная версия.
Ангары зоны 51 скрывают новейшие разработки в области гиперзвуковой авиации и плазменных систем невидимости. Сторонники этой теории уверены, что Пентагон просто мастерски использует легенды об инопланетянах как идеальную дымовую занавеску. Это звучит логично. Плюсы этой версии в том, что она полностью объясняет гигантские бюджеты и участие тысяч ведущих инженеров из корпорации Lockheed Martin. Но у этой теории есть очень слабые стороны. Оказывается, обычные законы аэродинамики и сопротивления материалов не позволяют аппаратам совершать мгновенные повороты под прямым углом на скоростях в 10 или 12 тысяч километров в час. Любой известный металл просто превратился бы в пыль, а человеческий организм – в однородную массу от таких чудовищных перегрузок. Вторая версия кажется гораздо более шокирующей, но она находит все больше косвенных подтверждений в недавно рассекреченных отчетах. Это версия об успешном восстановлении внеземных технологий или так называемом обратном проектировании. Ученые, такие как известный астрофизик Жак Валле, посвятили десятилетия изучению этого вопроса. Оказывается, в закрытых архивах существуют детальные записи о материалах с измененной атомной решеткой. Эти артефакты были доставлены в ангары Невады после инцидентов в Розуэле и Кингмане. Плюсы этой версии в том, что она дает четкий ответ на вопрос, откуда произошел резкий и необъяснимый технологический скачок в конце 20 века. Однако и здесь остается огромный пробел. Если у правительства Соединенных Штатов Америки действительно есть такие технологии, почему они до сих пор продолжают использовать классические ракеты на химическом топливе для полетов к Луне или Марсу? Это выглядит как намеренное замедление прогресса. Важно понимать, что ни одна из этих версий не объясняет главного архитектурного несоответствия. Почему при наличии огромного количества ангаров на поверхности основная активность, согласно сейсмическим датчикам, происходит на глубине более 400 метров? Рассекреченные планы систем принудительной вентиляции указывают на существование целых жилых кварталов и транспортных туннелей под дном Соляного озера. Исследователи обнаружили следы крайне редких изотопов в пробах почвы вокруг периметра базы. Эти изотопы в земных условиях получить практически невозможно. Оказывается, внутри ангаров проводятся эксперименты, которые могут менять саму структуру пространства-времени. Что же на самом деле осталось без ответа? Главная нестыковка заключается в том, что правительство продолжает строить новые, еще более массивные ангары, несмотря на официальные заявления о сворачивании многих программ. Ученые обнаружили, что новые строения имеют странную конфигурацию, полностью лишенную окон или привычных систем связи. Почему версии экспертов не объясняют все до конца? Потому что мы пытаемся анализировать объект, используя логику прошлого века. Самое интересное открылось совсем недавно, когда бывшие сотрудники базы начали упоминать о проектах, связанных с манипуляцией сознанием пилота. Это означает, что технология внутри ангаров – это не просто железо и провода, это нечто, что требует биологического контакта. Ни одна из версий не могла объяснить главного – зачем строить гигантские подземные залы с потолками высотой в 50 метров, если там хранятся лишь беспилотники. Это наводит на мысль о том, что в ангарах находится нечто гораздо более крупное и древнее. Ни одна из теорий не давала прямого ответа на вопрос о происхождении странного гула, который иногда слышат жители ближайших поселков. Этот звук напоминает вибрацию самой Земли. Но настоящая сенсация произошла, когда один из независимых исследователей сумел перехватить данные о закупках материалов для ангара номер 12. Оказалось, что там создавали условия абсолютного вакуума в масштабах целого здания. Но ни одна версия не объясняла главного, зачем строить сооружение, которое способно выдержать внутреннее давление, в 10 раз превышающее атмосферное. Оказывается, то, что они прячут, стремится вырваться наружу. На самом деле, настоящий прорыв, который навсегда изменил правила игры, произошел совсем недавно. 24 мая 2023 года мир узнал имя человека, который решился бросить вызов системе абсолютного молчания.
Дэвид Граш. Этот бывший высокопоставленный офицер разведки и ветеран боевых действий официально под присягой заявил о существовании тайных программ по извлечению и изучению объектов нечеловеческого происхождения. Оказавшись перед комитетом Конгресса, он подтвердил то, о чем раньше говорили только авторы научной фантастики. Важно понимать, кто именно совершил этот прорыв. Это был не анонимный пользователь интернета или очередной теоретик заговора. Это был человек с высшим уровнем допуска, который годами анализировал данные для Пентагона. Его вклад стал решающим. Граш официально заявил, что в распоряжении правительства Соединенных Штатов Америки находятся целые и частично поврежденные аппараты, которые не были созданы людьми. Он прямо указал на то, что эти объекты десятилетиями хранятся в тех самых ангарах в Неваде, о которых мы говорим. Что это значит для каждого из нас? Картина становится не просто понятной, она становится ошеломляющей. А оказывается, ангары зоны 51 – это не просто гаражи для самолетов. Это карантинные зоны для технологий, прибывших из других миров или даже из других измерений. Ученые, включая доктора Гарри Нолана из Стэнфордского университета, начали публиковать результаты анализов материалов, которые были получены из этих закрытых объектов. Впервые в истории было научно доказано, изотопный состав фрагментов, найденных в этих зонах, имеет структуру, которую невозможно создать на Земле. Это было прямым доказательством контакта с внеземным разумом. Самое интересное началось тогда, когда Граш упомянул о так называемых биологических материалах. Оказавшись под присягой, он подтвердил, что вместе с техникой в ангарах изучались и тела тех, кто управлял этими аппаратами. Это вызвало настоящий шок в зале заседаний. Оказывается, мы десятилетиями жили в реальности, где правительство скрывало факт существования другой жизни. Эти данные изменили все. Теперь вопрос, одиноки ли мы во Вселенной, официально снят с повестки дня. Новый вопрос звучит иначе. Что именно они делают в наших ангарах? Вклад других исследователей, таких как Карл Нелл, высокопоставленный военный в отставке, только подтвердил слова Граша. Невероятно, но факт. Эти программы существовали на протяжении 90 лет без какого-либо контроля со стороны избранных политиков. Что теперь становится понятным? Во-первых, то, что технологический скачок человечества в 20 веке был искусственно ускорен. Во-вторых, что ангары в Неваде – это лишь верхушка глобальной сети, которая раскинута по всей планете. Эмоциональный момент этого открытия стал самым напряженным. Один из исследователей, описывая момент, когда ему впервые показали данные об объектах в ангаре номер 18, сказал: «В ту минуту я понял, что наше будущее было украдено. У нас могли быть чистая энергия и безграничные путешествия между звездами уже 40 лет назад. Но кто-то решил, что мы к этому не готовы». Эти слова стали манифестом для нового поколения ученых, которые требуют полного раскрытия правды. Это был момент истины, который невозможно забыть. Но что это означает для будущего? Обещание ценности этих знаний огромно. Если мы получим доступ к физике, которая стоит за этими аппаратами, мир изменится за считанные часы. Ученые обнаружили, что объекты в ангарах используют так называемую нулевую точку энергии. Это означает, что им не нужно топливо в нашем понимании. Они черпают силу из самой структуры пространства. Это шокирующий факт, который может обнулить всю мировую нефтяную экономику. Именно поэтому секретность была такой жесткой. Важно отметить, что этот прорыв стал возможным только благодаря новым законам о защите информаторов. Без них мы бы никогда не узнали правды. Оказывается, за герметичными дверями ангаров проводились эксперименты, которые граничат с магией. Один из документов описывает случай, когда объект внутри закрытых помещений начал самостоятельно изменять свою массу, становясь то тяжелее авианосца, то легче перышка. Это нарушает все известные нам законы гравитации. Но самое интересное было впереди.
Ученые заметили, что объекты в ангарах реагируют на присутствие определенных людей. Возникает теория, что эти аппараты имеют своего рода биологический замок. Они не просто машины, они продолжение сознания своих создателей. Это означает, что мы не можем просто скопировать их технику, не понимая природы их разума. Прорыв в Неваде показал нам зеркало, в котором наше понимание мира выглядит детским и примитивным. Однако это открытие породило еще больше вопросов, на которые у человечества пока нет ответов. Оказывается, что некоторые из объектов в ангарах не просто лежат там десятилетиями, они продолжают посылать сигналы в глубокий космос. И самое страшное то, что мы не знаем, кто именно получает эти сообщения на другом конце. Несмотря на сотни страниц рассекреченных отчетов и громкие заявления информаторов, главные загадки ангаров зоны 51 остаются нетронутыми. Ученые до сих пор не могут объяснить физическую природу материалов, обнаруженных внутри самых старых боксов объекта С-4. Оказывается, некоторые фрагменты обшивки аппаратов обладают невероятным свойством, которое физики называют атомной памятью. Если этот металл деформировать, скрутить или даже разрезать, он возвращается в исходную форму за доли секунды. Однако самое интересное заключается в другом. Этот материал не имеет кристаллической решетки в привычном понимании. Он выглядит как застывшая жидкость, которая остается тверже любого известного алмаза. В процессе последних исследований возникли новые, еще более пугающие вопросы. Рассекреченные медицинские протоколы указывают на странный феномен среди персонала, работавшего внутри ангаров. Ученые обнаружили, что люди, находившиеся в непосредственной близости от дискообразных объектов, сталкивались с эффектом потерянного времени. Оказывается, часы на их руках могли отставать на несколько часов за одну смену, хотя по внутренним часам базы прошло всего 30 минут. Это шокирующий факт. Он доказывает, что технология внутри ангаров активно искривляет пространство и время вокруг себя, но как именно это происходит, современная наука объяснить не может. Самое интересное касается внутренней архитектуры самих зданий. Некоторые бывшие сотрудники утверждают, что внутренний объем ангаров кажется гораздо больше, чем их внешние размеры. Это звучит невероятно, но в документах упоминаются геометрические аномалии. Важно понимать, что мы имеем дело не просто с продвинутыми самолетами. Мы столкнулись с объектами, которые оперируют измерениями, недоступными нашему глазу. Ученые обнаружили, что при попытке просветить стены некоторых аппаратов рентгеном лучи просто огибают объект, не оставляя никакого изображения. Это не просто маскировка, это полное отсутствие объекта в нашей физической реальности в определенные моменты времени. Однако еще больше вопросов вызывает система управления этими машинами. Оказывается, внутри нет никаких проводов, гидравлики или механических приводов. Рассекреченные данные указывают на то, что управление происходит через прямой нейронный интерфейс. Но самое невероятное – аппарат реагирует только на определенные частоты мозговой активности. Исследователи обнаружили, что техника внутри ангаров буквально узнает своих создателей. Это порождает новые вопросы. Если эти машины живые, то какова их истинная цель пребывания на нашей планете? Являются ли они просто инструментами, или же они самостоятельные формы жизни? Почему это важно знать каждому из нас? Здесь мы входим в область глубокого философского измерения. Значение этих находок для человечества невозможно переоценить. Оказывается, все наше понимание прогресса было ограничено рамками, которые нам навязали. Если в пустыне Невада десятилетиями хранятся источники бесконечной энергии, значит, все глобальные кризисы, от нехватки ресурсов до загрязнения природы, были созданы искусственно. Это меняет наше восприятие власти и ответственности. Но почему эти знания до сих пор заперты под землей? Ученые предполагают, что человечество просто не готово к такому резкому скачку в эволюции. Мы все еще пытаемся использовать внеземные технологии для создания более совершенных способов уничтожения друг друга.
В процессе изучения архивов обнаружился еще один шокирующий факт. Некоторые объекты внутри ангаров начали просыпаться. Оказывается, после десятилетий бездействия аппараты стали излучать сигналы на частотах, которые раньше не фиксировались. Ученые обнаружили, что эти сигналы направлены не в космос, а глубоко в недра нашей планеты. Что они пытаются там найти? Или кого они пытаются разбудить? Это порождает совершенно новые вопросы о том, что на самом деле скрывается под дном соляного озера Грум-Лейк. Возможно, ангары на поверхности – это лишь наблюдательные пункты над чем-то гораздо более древним. Интрига на финал этого эпизода становится по-настоящему пугающей. Последние данные аэрофотосъемки показывают, что Пентагон начал строить новые объекты, которые полностью уходят под воду соседних водоемов. Зачем им понадобились подводные ангары в центре пустыни? Ученые подозревают, что некоторые из обнаруженных технологий требуют экстремального охлаждения или специфической среды обитания. Но самое интересное, что доступ к этим новым зонам теперь закрыт даже для тех, кто раньше руководил проектом в зоне 51. Гриф секретности стал настолько плотным, что даже внутри Министерства обороны образовалось государство в государстве. Почему ответы могут никогда не прийти к нам в полном объеме? Возможно, причина в том, что истина слишком разрушительна для нашей текущей цивилизации. Мы привыкли считать себя вершиной эволюции, но содержимое этих ангаров доказывает обратное. Оказывается, мы лишь временные хранители предметов, истинное назначение которых нам непонятно. Ученые обнаружили, что попытки разобрать эти объекты часто приводили к катастрофическим последствиям, которые официальная хроника выдавала за землетрясения или техногенные аварии. На самом деле это была реакция защитных систем внеземного разума. Каждый новый документ, каждое новое свидетельство лишь увеличивает масштаб загадки. Мы стоим перед дверью, ключ от которой нам не принадлежит. Оказывается, самая охраняемая тайна мира – это не то, что находится внутри ангаров, а то, почему эти объекты позволяют нам их изучать. Возможно, мы лишь часть масштабного эксперимента, финал которого еще впереди. И, возможно, мы никогда не узнаем всей правды, потому что эта правда может оказаться концом нашего привычного мира. Подводя итоги нашего масштабного расследования, мы вынуждены признать, истина об ангарах зоны 51 оказалась гораздо масштабнее и тревожнее любых теорий заговора. Рассекреченные данные Пентагона, показания Дэвида Граша и отчеты физиков с мировым именем складываются в единую, пугающую картину. Главный вывод очевиден. В пустыне Невада десятилетиями проводились не просто испытания секретных самолетов. Здесь происходил самый масштабный в истории человечества контакт с технологиями, которые не принадлежат нашей цивилизации. Это и есть финальный ответ на главный вопрос нашего расследования. Оказывается, за массивными дверями боксов скрыты не просто машины, а физические доказательства того, что мы никогда не были одиноки во Вселенной. Шокирующий факт заключается в том, что правительство Соединенных Штатов Америки уже достигло определенных успехов в освоении этих технологий. Ученые обнаружили способы манипуляции гравитацией и извлечения энергии из самого пространства. Но самое интересное в этом открытии – цена, которую человечество платит за это знание. Мы столкнулись с тем, что эксперты называют украденным будущим. Все это время, пока мир боролся за энергетические ресурсы, сгорал в экологических кризисах и зависел от ископаемого топлива, в ангарах Невады находились ответы, способные решить эти проблемы мгновенно. Секретность была продиктована не только национальной безопасностью, но и желанием сохранить существующий мировой порядок. Философское осмысление этой правды заставляет нас полностью пересмотреть свое место в космосе. Мы привыкли считать себя вершиной технологического прогресса, гордясь интернетом и полетами на орбиту. Однако на фоне того, что хранится в ангаре номер 18, наши достижения выглядят как каменные топоры в эпоху лазеров.
Это осознание наносит сокрушительный удар по нашему коллективному эго. Оказывается, мы лишь младшая раса, которая случайно нашла инструменты высшего разума и теперь пытается использовать их, не понимая даже базовой инструкции. Это меняет наше понимание истории. Мы больше не можем смотреть на развитие цивилизации как на линейный процесс. Мы живем в мире двойной реальности, где одна часть человечества живет в каменном веке, а другая уже путешествует между измерениями. Но что это значит для нашего общего будущего? Мост в завтрашний день уже строится, и его фундамент заложен глубоко под соляным озером Грум-Лейк. Прямо сейчас, пока вы слушаете эти строки, в секретных лабораториях продолжаются исследования, которые ученые называют финальным прорывом. Речь идет о полной интеграции человеческого сознания и внеземных систем управления. Это изменит саму суть того, что значит быть человеком. Исследования продолжаются, несмотря на все протесты и судебные иски. Военные чиновники и ученые ждут момента, когда накопленные знания позволят им выйти из тени. А они ждут момента, когда общество будет достаточно дестабилизировано или наоборот подготовлено, чтобы принять эту новую шокирующую реальность. Важно понимать, процесс раскрытия правды уже невозможно остановить. Слишком много документов оказалось в открытом доступе, слишком много авторитетных свидетелей заговорили в один голос. Оказывается, зона 51 – это лишь первый элемент в домино, которое начало падать. За ней последуют другие объекты по всему миру. Мы стоим на пороге величайшей трансформации в истории. Это будет переход от планетарной цивилизации к цивилизации космического масштаба. Но готовы ли мы к ответственности, которую накладывают на нас эти знания? Ученые предупреждают, обладание силой звезд требует и соответствующей мудрости. В противном случае технологии из ангаров могут стать не спасением, а причиной нашего окончательного исчезновения. Самое интересное, что на новых снимках из космоса видны приготовления к чему-то грандиозному. На территории базы возводятся структуры, которые выглядят как приемные терминалы для объектов колоссальных размеров. Это наводит на мысль, что мы больше не просто изучаем обломки прошлого. Возможно, мы готовимся к официальной встрече с теми, кто эти объекты создал. Это и есть тот самый мост в будущее, о котором молчал Пентагон. Завеса тайны становится прозрачной, и то, что мы видим за ней, превосходит самые смелые фантазии. История ангаров зоны 51 не заканчивается, она только начинается. И каждый из нас станет свидетелем того, как скрытая в темноте пустыни выйдет на свет и навсегда изменит небо над нашими головами. Почему спутниковые снимки ангаров зоны 51 до сих пор подвергаются тотальной цифровой цензуре, а правительство Соединенных Штатов Америки готово применить смертоносную силу за попытку просто заглянуть за забор? На протяжении 30 минут мы вместе искали ответ на этот вопрос, просеивая тысячи страниц рассекреченных документов Пентагона и анализируя показания людей, которые видели тайну своими глазами. Мы начали этот путь с легенд о Бобе Лазаре, а закончили официальными признаниями в Конгрессе, которые подтвердили самое невероятное предположение в истории человечества. Короткий ответ на вопрос из начала нашего расследования звучит так. Ангары зоны 51 – это не склады для самолетов, а крупнейшее на планете хранилище технологий нечеловеческого происхождения. Ученые обнаружили, что за обычными стенами из гофрированной стали скрываются объекты, которые способны манипулировать временем, гравитацией и самой структурой пространства. Оказывается, это не просто военно-воздушная база, а точка физического контакта двух абсолютно разных уровней развития разума. Резюме нашего открытия шокирующее. Человечество уже владеет ключами к неограниченной энергии и межзвездным путешествиям, но эти ключи намеренно спрятаны за 7 замками в раскаленной пустыне Невада.
Важно понимать, что каждый ваш лайк и каждый осознанный комментарий под этим видео – это еще один важный шаг к полному и окончательному раскрытию правды. Если вы считаете, что ни одно правительство в мире больше не имеет права скрывать технологии будущего от остального общества, поставьте лайк прямо сейчас. Это поможет распространить информацию и заставит систему реагировать. Напишите в комментариях, какую тему вы хотите детально разобрать в нашем следующем расследовании. Тайные базы на обратной стороне Луны или подводные объекты неопознанной природы в Тихом океане. Нам невероятно важно ваше мнение, ведь именно вы помогаете этому независимому проекту продолжаться и находить новые факты. Самое интересное в этой истории только начинается. Не забудьте подписаться на канал и обязательно нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски, в которых мы будем вскрывать еще более глубокие слои государственной тайны. Оказывается, мир гораздо сложнее, масштабнее и удивительнее, чем нам пытались рассказать в школьных учебниках. На самом деле мы только сейчас начинаем осознавать истинный масштаб того, что десятилетиями происходило за заборами с датчиками движения и колючей проволокой. Система тотальной секретности, созданная в середине 20 века, начинает стремительно рушиться под тяжестью новых неоспоримых фактов. И когда последняя герметичная дверь ангара номер 18 будет открыта для общественности, наш привычный мир уже никогда не станет прежним. Истина больше не является исключительной собственностью узкого круга лиц в Министерстве обороны. Она принадлежит каждому из нас по праву рождения в этой вселенной. Будущее уже наступило, и оно терпеливо ждет своего часа в гробовой тишине соляного озера Грум-Лейк. Настоящая история человечества пишется прямо сейчас, и вы, ее непосредственные свидетели. Истина где-то рядом, и она наконец начинает выходить на свет.